Любой мужчина может достичь всего и быть номером один. Но для достижения этого требуется правильный научный распорядок дня. Видите ли, человеческое тело – это невероятная машина, способная к потрясающей производительности. Но, как и любая другая машина, она нуждается в регулярном обслуживании и уходе, чтобы работать на пике своих возможностей. Успешные, но загрязняющие свое человеческое тело и разум вредными привычками – вот причина, по которой они остаются заурядными, незначительными и прежде всего жалкими. Никогда не следует недооценивать важность повседневной рутины, когда речь заходит об успехе. Я собираюсь поделиться с вами чрезвычайно мощной программой, которая превратит ваш разум, тело и дух в машину, работающую с максимальной производительностью, давая вам энергию, сосредоточенность и продуктивность, необходимые для достижения ваших целей. Но я должен предупредить вас, что это не на неделю, и это сработает только если у вас хватит смелости это сделать. Сделайте это, все или ничего. Давайте начнем. Первый шаг. Просыпайтесь пораньше. Если вы хотите добиться успеха в жизни, вам нужно правильно начинать день. А это значит просыпаться пораньше и быть готовым атаковать день. Я уже знаю, что люди будут оправдываться, когда я говорю это, потому что они хотят оставаться в своей постели в тепле и уюте, как маленький ребенок. Но если вы не маленький ребенок, вам следует просыпаться рано. Раннее пробуждение задает тон вашему дню. Оно дает вам чувство контроля и целеустремленности и помогает начать свой день с чистого листа. Также и позитивный настрой. Те, кто рано встает, более активны, продуктивны и с большей вероятностью принимают правильные решения в течение дня. Лучшие мужчины в мире просыпаются рано и идут в атаку. Эти мужчины знают, что лежание в постели ни к чему не приведет. Они оставляют это червям, которым не хватает амбиций, и они не возражают растрачивать свой потенциал впустую. Не поймите это неправильно. Не всем нужно просыпаться в 5 или 6 утра, чтобы быть продуктивными. Но никто никогда ничего не добивался, воняя в своей постели. Так что, по крайней мере, просыпайтесь и вставайте с восходом солнца. Голодный зверь – опасный зверь, потому что его инстинкты высокого класса, а его чувства обострены. То же самое относится и к людям. Голод – это сверхдержава, и в современном мире мы ею не пользуемся. На самом деле люди склонны делать прямо противоположное. Они набивают себе брюхо, прежде чем чего-либо достичь. И это мать всего зла. И я точно знаю, что полный желудок всегда приводит к одному и тому же – лени и низкой работоспособности. Я советую любому мужчине поститься до тех пор, пока он не заслужит того, чтобы поесть. Это может показаться экстремальным, если вы привыкли быть избалованным ребенком. Но для тех, кто хочет достичь вершин, голод – это сверхспособность, которую необходимо использовать, и вы настраиваетесь на достижение своих целей. По крайней мере, сделайте какую-нибудь важную работу, прежде чем съесть это блюдо. Это может быть чтение книги и несколько отжиманий перед едой. Но это также может означать, что вы завершите 2-часовую интенсивную тренировку и занятия в тренажерном зале, прежде чем прервать этот пост. Ничего, кроме воды или кофе, и используйте весь свой голод для достижения результатов. Вы будете потрясены тем, насколько сильным на самом деле является голод и насколько вы продуктивнее, когда ваше тело не занято перевариванием пищи. Для того, чтобы ваш мозг работал оптимально, ваша кровь должна постоянно циркулировать. Поэтому двигайтесь. Неважно, занимаетесь ли вы боевыми искусствами, катаетесь на велосипеде или просто выходите на прогулку на свежем воздухе. Просто убедитесь, что вы двигаетесь несколько раз в течение дня. Это может быть даже так просто, как отойти от рабочего стола и сделать несколько приседаний или отжиманий от пола. Правильное кровообращение является ключом к поддержанию оптимального здоровья. Оно обеспечивает непрерывный приток крови и кислорода по всему телу, позволяя каждому органу функционировать должным образом. Оно помогает быстрее заживлять раны. Оно поддерживает остроту вашего мозга и сохраняет ваше здоровье. Питайте свой разум, читая, медитируя или практикуя техники визуализации, которые помогут вам сосредоточиться на ваших целях и намерениях на день.
и подпитывайте свой организм питательной пищей. Когда вы прервете свой пост, забудьте о хлопьях и вредном питании. Вместо этого ешьте что-нибудь с высоким содержанием белка, полезных жиров и сложных углеводов. Неправильное питание не только влияет на ваше тело, но и на самом деле портит ваше психическое благополучие и может вызвать затуманивание мозга. В современном мире люди притворяются, что психическое и физическое – это две совершенно разные вещи. Разные вещи. Но реальность такова, что наше тело и разум напрямую связаны, и невозможно улучшить свое психическое здоровье, не улучшив свое физическое. Правильное питание наряду с физическими тренировками является ключом к обладанию хорошего психического здоровья. Планируйте и расставляйте приоритеты на следующий день. Когда ваш день подходит к концу, убедитесь, что вы определили наиболее важные задачи на следующий день и запланировали их перед тем, как лечь спать, чтобы когда наступит следующий день, вы могли проснуться и начать день с четкой целью. Вам не нужно тратить время на размышления о том, что вам следует сделать, потому что вы уже все распланировали. Ваш список дел вовсе не обязательно должен быть длинным. Просто обязательно всегда записывайте две важные вещи на следующий день. Эти две задачи может быть что-то вроде 2-часовой учебы или завершения занятия в тренажерном зале. Помимо двух основных задач, которые вы записываете, вы можете записать и другие свои задачи. Но эти другие задачи должны быть менее важны. Причина, по которой вам следует сосредоточиться максимум на двух важных задачах, заключается в том, что если вы записываете 10 дел в ваш список, они становятся непосильными, и это часто приводит к бездействию, вместо повышения продуктивности. И решающее значение, помимо раннего пробуждения, о котором говорили ранее, имеет время, когда вы ложитесь спать. Большинство людей склонны говорить только о времени пробуждения, но просыпаться рано бессмысленно, если качество вашего сна плохое. Вместо того, чтобы зацикливаться на времени пробуждения, просто ложитесь спать пораньше. Так вы почувствуете себя в 100 раз лучше. Перед сном выключите телефон и телевизор. Используйте это время, чтобы записать задачи на следующий день. Это очистит ваш мозг от старых отвлекающих факторов, забот и информации, поможет вам лечь спать раньше и выспаться как следует. Теперь, после пробуждения, это же правило действует в течение 1 часа. Поэтому держите телефон выключенным в первый час. Потому что ваш мозг наиболее эффективно функционирует ранним утром, когда он не затуманен отвлекающими факторами и информацией. Это идеальное время для того, чтобы думать, разрабатывать стратегию и планировать заранее или предпринимать шаги. Только дурак будет заниматься самосаботажем, включив свой телефон и потребляя ненужный контент в течение первого часа утром. А также проявите немного любви, поставьте лайк и подпишитесь. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно.